Давно это было, еще когда не ступила на землю Камчатку нога Ительмена. Да и самой Камчатки не было. Даже седые вершины огнедышащих гор не припомнят то время и того, кто сотворил небо и светило небесные. Они еще до земли были, но сначала был океан. Из океана все вышло. Старики рассказывают, что и земля Камчатка из океана появилась, а сотворил ее великий бог Ворон Кутх. Летел ворон Кутх над океаном, долго летел, устал. Нырнул на дно и достал землю Камчатку. Пошел ворон Кутх на лыжах по этой земле. Гнулась и трещала земля, как тонкий лед. Там, где проходил он, образовывались впадины и ущелья, а по краям горы высокие. И чтоб не замерзло все живое на рожденной им земле, вдохнул ворон Кутх в горы высокие свой горячий дух. В каждой долине ворон-бог реку положил, а тундру украсил цветами и ягодами. Высоко за облаками стоит небесная деревня, где живут небесные люди. У них много оленей, и правит ими Дустих-Тич. Это он послал на землю ворона Кутха установить порядок. Есть у Дустих-Тича жена Лапнаут,
Женщиной дождь зовут ее небесные люди. Правитель часто покидает деревню и долго может по миру летать, забывая о своем доме. И как только задерживается Дустик-Тич на небесных дорогах, начинает Лапнаут скучать и плакать по своему мужу. Когда на земле хмуро становится, закрывают тучи солнца, и дождь льется. Увидев, что хмурится и плачет небо, возвращается Дустик-Тич в небесную деревню к своей жене. И опять на Камчатке солнце радуется. Глубоко под Камчаткой раскинулся подземный свет. Правит тем миром великий и сильный Камчадал-Гаич. Переселяются в подземный свет люди, которые на здешнем свете жили. И не только люди. Все до малейшие мухи после смерти восстанут и под землей жить будут. Там небо подобное нашему, а под ним другая земля. И наша земля – его изнанка. А на высоких, огнедышащих горах живут злые духи, горные боги Камули. Когда наступает ночь, сходят они по воздуху в море и рыбу ловят. На каждом пальце по рыбе приносят. Нет на вершине их гор дров, варят и пекут рыбу Камули на китовых костях и сале. И когда землю трясти начинает, вытекает из их очагов жир китовый и растекается по долинам, сжигая все. Не просто так поселились злые духи Камули на вершинах гор. Изгнали их из небесной деревни, и теперь они туда дороги охраняют. Очень злы Камули, и подходить к их жилищу нельзя ни зверю, ни человеку. Не только землю Камчатку сотворил ворон-бог, и людей сотворил Кутх, чтоб в согласии с природой жили, охотой да рыбалкой промышляли. И увидев, что на созданной им земле сможет жить народ, великий ворон окутал легкой дымкой эту страну и улетел в неведомые края.